Близнецы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на февраль 2023 года. Помогать мне сегодня будет рождественское Таро от Bastet Таро, лимитированная коллекция, а также Epic Light Lenormand. Озвучиваю колоды для тех, кто этим интересуется и постоянно ищет те либо иные колоды. Начнем, приступим, посмотрим, чем для вас ознаменуется месяц, чем он вас порадует и на что вам следует обратить внимание. Итак, общие энергии месяца, что вас ожидает в плане работы, что вас ожидает по финансам, вопросы здоровья, вопросы личной жизни и рекомендации от карт. Арканы перед вами, надеюсь, вам они хорошо видны. Мы приступаем. Итак, общие энергии месяца. У вас здесь ложится рыцарь Пентаклей. Ну, в первую очередь, стабильность. А рыцарь Пентаклей у нас карта неспешности, карта в чем-то монотонности, скуки и рутины. Но знаете, как иногда лучше скучная рутина, чем какие-то перемены, связанные с хаосом и разрушением. Поэтому здесь на самом деле не все так плохо. Опять же, это неспешный период принятие выверенных решений, подготовка к каким-то переменам, каким-либо процессам, вопросы накопления ресурсов, как состояние здоровья, ваших внутренних сил, так и денег, да, для решения каких-то знаковых моментов. Посмотрим, в чем именно для вас будет раскрываться данный аркан. Если мы смотрим по королеве Пентаклей, для многих, во-первых, это вопросы, связанные с изменением статуса в личной жизни, потому что кто-то будет стремиться к стабильности и узакониванию союза. Для кого-то это вопросы, связанные с подготовкой к зачатию, деторождению, ну а для большинства это все-таки вопросы экономии и накопления ресурсов для инвестиций в какие-то крупные проекты. И если смотреть работу, у вас здесь ложится девятка мечей. Внутренние переживания, страхи и неготовность к каким-то переменам, хаосу. У кого-то эти перемены могут быть связаны просто с геополитическими и социальными изменениями, у кого-то переживания, страхи, потому что могут идти глобальные перемены в сфере законодательных каких-то, знаете, говорю, постанов, боже, як це російською, ну, указаний норм, нормативов, каких-то актов, законов, да, то, что может влиять на вашу деятельность. Но помимо всего прочего, это переживание, что, допустим, могут быть и какие-то глобальные перемены в вашей сфере. Не то, чтобы она будет не востребована, но какие-то значительные рывки, факторы, на которые вы повлиять не можете. Допустим, прекращение поставок от поставщиков, либо нарушение логистики. То есть еще какие-то такие нюансы, которые влияют непосредственно на вашу деятельность. Что ж, посмотрим, как ознаменуется эта ситуация для тех, кто у нас не работает и по ряду причин работать не может. Здесь мы видим пятерку жезлов. Но это борьба с ситуацией, борьба с финансовыми трудностями. Не могу сказать, что это вопрос и процедура выживания, нет. Но это жить в условиях, в реалиях экономии, это искать для себя, может быть, какие-то дополнительные источники дохода, какие-то подработки. То есть месяц в этом аспекте будет непростым. Если вы у нас в статусе соискателя, то Верховная Жрица – это желание прислушаться к себе. Для кого-то, для тех, кто, говорю, потерялся, не может найти себя, это может идти обращение к практику, будь то астролог, таролог, нумеролог, с целью выявления талантов, задатков, способностей и определить для себя ту нишу, ту сферу, в которой вам нужно раскрывать свой потенциал, нужно реализовываться. Для тех же, кто у нас является наемным сотрудником, тройка мечей и девятка мечей. Переживание и риск увольнения, сокращения или сама по себе ситуация, что вы, допустим, можете на больничном и как следствие нет притока доходов, нет денег, то есть вы можете из-за этого нервничать. Для тех же, кто у нас владеет собственным бизнесом, здесь падает десятка чаш. Могут просто идти переживания относительно того, что вам необходимо будет вести своих близких, либо своих родственников, ваш бизнес, вашу деятельность. Но и ситуации относительно того, как вы будете взаимодействовать. Переживания, как пойдет ваше дело, не будет ли у вас разногласий и противоречий по этому поводу. И если смотреть финансовую сторону вопроса, пятерка чаш. Здесь отток финансов. Финансы поют романсы. У кого-то за счет больничного листа, у кого-то за счет простоя в вашей нише, в вашей сфере. Но ситуация здесь, повторюсь, изменчиво меняется. У кого-то, поскольку меня смотрят из разных стран, вы эти моменты учтите, это может быть резкий провал по ресурсам из-за геополитических изменений. То есть
где-то могут начаться активные боевые действия. Это может влиять, безусловно, и на саму ситуацию вашего заработка, ваших возможностей. Поэтому, готовясь к этому месяцу, постарайтесь накопить какие-то ресурсы. Вам они будут крайне необходимы. Если смотреть вопросы здоровья, по пажу жезлов, здесь ситуация стабильна, она замечательна, хоть здесь, знаете, говорю, все хорошо. Единственное, что старайтесь себя уберегать от каких-то легких простудных заболеваний, и есть риск, знаете, как перенять какие-то респираторные заболевания от детей. Здесь это все на лайте, все это проходящее, но тем не менее предупрежден, значит вооружен. До февраля месяца желательно вам укрепить свою иммунную систему. Личная жизнь. Смерть. Кардинальные перемены. Ну, близнецы, у вас тут прям месяц зачистки, можно сказать так. Сейчас посмотрим, что здесь. Итак, для тех, кто у нас свободен, какова ситуация, как она будет раскрываться. Но для вас трансформация состоит в том, что вы выходите из периода одиночества, и по двойке чаш у вас будут знакомства, которые повлияют на перемены, и идет создание нового союза, появление личной жизни. Вот в этом у вас заключается трансформация. Для тех же, кто у нас в любовных треугольниках, смерть и тройка пентаклей. Знаете, как уходят здесь эмоции? Треугольник сам по себе остается, но вы уже понимаете, что здесь нужно к этому союзу подходить рационально. И как бы это прискорбно не звучало, вы будете стремиться использовать вашего партнера или партнершу в своих каких-то меркантильных целях или интересах. Потому что тройка пентаклей — это когда союз, эти взаимоотношения работают на вас. То есть действия партнера, либо действия партнерши. То есть люди, которые вам помогают обрести какие-то новые возможности, новый статус, в чем-то вам подсобить. Потому что вы уже осознаете, что ждать чего-то большего здесь нет. Ну так возьму хоть по максимуму в этом контексте. У кого-то, поскольку у нас тройка пентаклей, карта работы, это за счет взаимоотношений. Особенно это касается тех, у кого, допустим, служебный роман. Это может идти продвижение по карьерной лестнице. Если у вас стабильные отношения, смерть и суд, если был период застоя, холодности, знаете, как дистанцирование друг от друга, или даже стремление к бракоразводному процессу, то это будет желание все восстановить, укрепить, потому что суд у нас аркан восстановления. И дно колоды у вас король пентаклей. Это акцент на стабильности союза, на обретение постоянного партнера или партнерши. То есть здесь нет стремления к бракоразводному процессу. Туз мечей — это расставить точки над «и», это что-то решить, о чем-то поговорить и что-то для себя прояснить, потому что, видите, пятерка пентаклей, у вас здесь кризис, мог быть период непонимания. Могла быть ситуация, что вы даже уже, допустим, нацелены были на бракоразводный процесс или подали на это документы. Но аркан маг, выверив все за и против, может быть, даже для кого-то по рекомендации адвоката либо вашего юриста, вы будете временить с этим вопросом, будете пытаться отношения восстанавливать. Ну, то есть не стремиться развестись. Так, что у вас в плане совета? Десятка мечей. Десятка мечей — это как ставить точку жирную такую, знаете, сжигать мосты. Но если смотреть, где именно, у вас это в большей степени касается вопросов работы. Вопросов работы и способов заработка. Не для всех, еще раз повторюсь. Это в основном касается у нас тех, кто работу ищет, и для наемного персонала. Потому что для тех, у кого свой собственный бизнес, это желание что-то трансформировать, переделать, как начать по-новому. И опять же, рекомендация, совет. Десятка мечей. Это у нас, ну как, характерно для всех жителей любых стран. Так как прежде больше не будет. Меняется мировой порядок. И вот здесь десятка мечей. После каких-то разрух, после каких-то кардинальных перемен вам нужно будет адаптироваться к новому мироустройству, к новому миропорядку. Ну и как следствие для себя в каких-то многих аспектах ставить жирные точки. Кстати, у кого-то по десятке мечей может идти завершение общения, отношений с друзьями, с близкими, с соратниками. То есть ситуация, которая будет невозвратной. Сейчас посмотрим на неожиданность этого периода. Что у вас здесь? Клевер, коса и лилии. Ох, какие карты вышли. И дно колоды дом. Ну, здесь будут глобальные перемены, знаковые. Здесь эти карты говорят о закрытии гештальта, потому что для многих это зарыть старые шрамы. У кого-то это, знаете, как проанализировать, прожить и закрыть для себя вопросы самопожертвования, ну, собой ради других людей, либо ради каких-то целей.
У кого-то в прямом контексте, в прямом смысле слова, это может идти вопрос сексуальной инициации, то есть для кого-то это первый сексуальный опыт, если его не было. Кстати, для многих, давайте объясню так еще. Если вы что-то ранее не пробовали в сексуальном аспекте, это, знаете, как для себя это впустить в свою жизнь. Не знаю, может быть, для кого-то это там секс втроем или что-то еще. Я вас к этому не призываю, я вам просто говорю, как трактуется этот ряд карт. И единственный момент, о чем я хотела бы сделать акцент в рамках как бы этого периода для девушек в течение месяца. Желательно не ходить на какие-то сомнительные вечеринки, на сомнительные встречи с малознакомыми товарищами. Почему? Потому что, если смотреть по этим картам, ну, в частности, вот клевер, коса, лилия, это как бы избежать, но есть риск, знаете, как сексуального принуждения. Не могу сказать, что сексуального насилия, но вот если смотреть по карте Дом, это какие-то вечеринки на дому, это приглашения на дом, то есть будьте, может быть, в социально открытых местах, будь то там клубы, бары, рестораны, но старайтесь к вашим малознакомым товарищам не ходить домой, потому что, ну, вы меня поняли. Предупрежден, значит, вооружен. Информацию возьмите себе на заметку. Во всех остальных смыслах это, знаете, как изменение взглядов на жизнь. Я не могу назвать это изменение вероисповедания, но что-то в вашей жизни кардинально поменяется. Изменить устои. Потому что рост духовности через кризис, через перемены. Поэтому вот так. Что ж, мои хорошие, для вас я весь негатив закрываю позитивными арканами. Негатив нам никому не нужен. Поэтому прислушивайтесь к себе. Это очень важно. Опирайтесь на свою интуицию, на ваше внутреннее «я». Ну и, конечно же, знаете как, анализируйте, присматривайтесь, действуйте. Пусть Вселенная вам помогает, ну пусть ваш ангел-хранитель в обязательном порядке хранит. Вот таким вышел расклад для вас на этот месяц, на этот период. Пусть информация вам будет во благо. Любые какие-то негативные аспекты не воспринимайте как установку какую-то к действию, либо к проживанию. Это как акцент для того, чтобы вы избежали каких-то острых или негативных моментов. Я вам подаю информацию только для этого. Вас благодарю за просмотр, за внимание. С вами не прощаюсь и до новых встреч.